Всем привет! На одном из каналов в комментариях под видео прочитал, что автор столкнулся со сложностью подключения плавного пуска на данный станок. Решил помочь и записать ролик с пошаговым разбором подключения плавного пуска на этот станок. Ссылку на интересный канал автора с таким же станком оставлю вверху. Перед тем как разбирать станок, я бы посоветовал проверить плавный пуск на лампе накаливания. Для этого нам потребуется быстрозажимные клеммы, лампа накаливания, которая будет выступать в роли мотора, и провод питания. На самом плавном пуске имеется вот такая схема. Для начала подключим один провод питания к первой клемме. Далее подключаем провод С к этой же клемме. Затем один из проводов от мотора подключаем к этой же клемме. Теперь берем вторую клемму и подключаем еще один провод от питания. Сюда же мы подключаем провод А от плавного пуска. И последний провод Б подключаем ко второму проводу от мотора. Теперь все проверим. Отлично, но не эпично. А вот так лучше будет. Теперь приступим к установке на сам станок. Откручиваем кнопку пуска и достаем. Кнопку пуска нам придется отключить, и чтобы не забыться при сборке, пометим один из проводов, как показано на видео. Для удобства перевернем станок. Видим клемму, в которой идут два провода, синий и коричневый. Их мы отключаем. На место, где был подключен синий провод от двигателя, подключаем нашу клемму. Сюда же подключаем провод С от нашего плавного пуска. Подключаем синий провод от двигателя. Тут я немного затупил. На месте, где был подключен коричневый провод от двигателя, подключаем провод А от нашего плавного пуска.
последний провод B подключаем через клемму к коричневому проводу двигателя. Ну вот и все. Все можно собирать и проверять. Вот как было до и как теперь. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, всем пока.